Любой альпинист знает, что спуск – это самая важная часть восхождения. Зайти на гору полдела, главное спуститься. Поэтому и с горой тебя поздравляют, когда ты уже внизу. Постараюсь, чтобы заключительная часть фильма была одной из самых красивых. Ведь на спуске спешить некуда. Тем более спешить от такой красоты. Ну, полюбуйтесь сами. Итак, будем размышлять и наслаждаться видами. Вот это, братцы, самое большое наслаждение на восхождении. Медленно идти вниз, когда никуда не торопишься, любуешься красотами и отдыхаешь. Смонтировав прошлую серию, я подумал, не слишком ли динамично рисую я свои истории. У меня нет slow motion, замедленной съемки, долгих пролетов дрона под эпичную музыку, боке, размытия фона за объектом съемки, тех фишек, которые создают псевдокинематографичную картинку. Может, зря я стараюсь сохранить динамику повествования, полагая, что у вас мало времени. Может, зря насыщаю повествование ненужными подробностями быта и лишними монологами. Напишите в комментариях все, что вы об этом думаете. Критикуйте. Критика порой ценнее похвалы. Братцы, когда упадет Сирак? Мы прямо под ним проходим по тропе. Кто-то из вас спросит, а почему эта часть называется «Обнуление на Казбеке»? Раньше времени секрет раскрывать не буду. Досмотрите до конца. Итак, привет всем и приятного просмотра. В этом походе нам жутко повезло с погодой. Мы не истратили ни одного резервного дня. А так как обратные билеты были уже куплены, то в наши головы лезли всякие крамольные мысли. Шутка ли 2 или 3 дня? Как ими распорядиться? Ну чё, в Грузию? Там сейчас вино, хинкали, дамла. Знаете, я вот после обнуления уже нечего терять. Я бы вообще не отказалась в Грузию, и похер то, что мне это паспорта нету. Это пофиг. Смотри, я предлагаю, сейчас валим на метеостанцию, ночуем, завтра заказываем лошадей, и к часу дня мы в Степансминде. Там жрем, бухаем, все, что хочешь, делаем, ночуем нормально. У вас даже приличной одежды нет, чтобы сесть в кафе в Степансминде и выпить хорошего грузинского вина. Я знаю там кафе в Степансминде, где примут нас даже вот в кофках. Не, вы чё, там же все как бичи в Степансминде-то. Ну вот, у развилки 2 дорог. Или в Грузию, или в Россию. До России, кстати, ближе. Ну, я бы не сказал. Это сколько мы будем идти? Это мы сейчас 2 дня будем спускаться, а тут сегодня и завтра к обеду уже в Степансминде хинкали. Так что... Да. Нет, не обманите вы нас. Променяли вы осетинские пироги на хинкали. Легко. Ну, вообще. Вы не заметили, вот когда первая шайка грузин зашла наверх, у них прямо сразу такой вайб, ну, как бы такой дружелюбный, застолье, ну, как бы такой очень хороший, знаешь, я вообще обожаю грузин. Я говорю, мой идеальный день был сегодня. Потому, ну, типа, пофигу вообще на высоту и так далее, потому что, ну, как бы она вроде как особо не сказывается. Башка немного побаливает, но когда идешь, она не болит вообще. Вот, потому что снег, по снегу в кошках просто ты по-царски идешь, тебе не ссыкотно.
Вот, нету перепадов температуры, и не надо по вашим гребаным скалам, по вот этим вот дурацким камешкам лезть, от которых меня просто выбамбливает. Подумали и пошли все-таки в Россию. Не нужен нам берег турецкий. И хорошо, что нет тут ни вина, ни пельменей, ведь не за этим мы пришли в горы. Если бы сейчас мы спустились где-нибудь на Ленина, базовый лагерь на Хантенке, можно было сразу взять пиво, кока-колы, а ну что, покушать хорошо. Да, на 4200. А тут 2 дня еще шкатулить домой. Но зато как тут красиво. Вернулись мы рано, в 12:30. Решили вниз не идти, а заночевать здесь, на 4200. Впереди был еще целый день с хорошей погодой для наслаждения прекрасными видами и осмысления содеянного. Но они вроде в нормальном состоянии, ну хотя... Смотри, мозоль там есть. Вот тут вот мозоль, да. Блин, хреново, чё? Да нету никакого загара у тебя. Блин, а я так Это у хочу меня загар очковый по загар. очкам на самом деле. Да? Так тогда Ну, не вы, машь. вы знаете то, что принцип мейкапа? Женя, То, что когда ты красишься, у тебя должно под глазами вот тут вот быть светлее на 2 тона, чем остальное все это. Тогда это контуринг называется. Вот, а вот тут вот затемнено. что это Вот, за маски-шоу? соответственно, ну тогда у тебя лицо как бы выглядит более, ну типа правильным. Вершина была позади, желудки наполнены, а красивые виды отсняты. Пришло время задавать риторические вопросы. Женя, вот ты зачем приперлась в горы? Ты зачем приперлась на этот Казбек? Я, чтобы очиститься от реальной жизни. Чтобы обнулиться, если по-честному. Ну, кстати, да, это ответ. Я вот хожу в горы для того, чтобы обнулиться, потому что я один раз сходила на Монблан, и оказалось то, что можно обнулиться, сходив в горы. Вот, и сейчас мне понадобилось очередное обнуление, и вот, и я решила, что мне нужны горы. Обнуление — это вот Путин, он взял и обнулился. А у тебя что такое обнуление? Ну, вот примерно как Путин. Только ему целую длинную махинацию пришлось. Вот, а мне просто пришлось 10 дней в горы сходить. Ну нет, в смысле, это, ну, как бы, ты варишься в своем соку все время в каком-то, экзистенциональных, как говорится, проблемах. А тут приходишь и сталкиваешься со стихией и с совершенно другой там физической нагрузкой относительно себя, и начинаешь смотреть на себя. Ну, вот тут я воспринимаю себя, ну, там, не как думающего человека, а как физически преодолевающего человека. Вот. И мне кажется, что очень важно, когда ты учишься преодолевать физически, это дает тебе потом большие силы преодолевать не физически. Вот. В этом и есть мое обнуление, наверное. Тут я, с вашего разрешения, забегу на день вперед, чтобы желание досмотреть эту серию не покидало вас до самого конца. А знаете, братцы, какая идея-то мне пришла, пока я шел? Давай. Как фильм называть? «Обнуление на Казбеке». Ну как? У меня были эти... Ну, нам нужно прямо, знаешь, каждому придумать очень жесткие Обнуление. критерии до обнуления. Ну все, пока в ванне сидим, думаю. Чтобы на ваннах успеть занять хорошее место под палатку, мы решили выйти пораньше. Но баклан, вылетающий поздно, всегда пролетает мимо. На редкость дружно сегодня собрались и выходим в 6 утра. Сегодня нам предстоит спуститься почти на 2 километра. Есть группа людей, для которых спуск сложнее, чем подъем. У кого-то на спуске болят колени, а кто-то боится высоты и спускается чересчур осторожно, при этом растрачивая лишние силы. Я пока не отношусь ни к первым, ни ко вторым, поэтому у меня появилось время спокойно поснимать и расслабиться.
А еще помолчать, наслаждаясь тишиной, нарушаемой только четкими звуками шагов. Спуск к стоянкам у креста идет по хорошо натоптанной тропе, поэтому сложности не представляет. Хотя концентрации на маршруте в горах не стоит терять никогда. Вот это отстойный участок. А завтра будет лайк. Просто сейчас подготовились. У скалы попили чаю, проинструктировали идущих вверх, посмотрели, как один из них решил поиграть в отца Федора из 12 стульев Все равно полез. Ну елки-палки. и пошли дальше. Зимой, я думаю, трос тут будет полезен. Вот смотри, ботинок вот можно сюда поставить. Да. Отдохнули на 300, понаслаждались солнцем и ветерком, позвонили водителю, забив стрелку на завтра у шлагбаума, и пошли дальше. Альпинизм очень умный вид спорта. Здесь думать надо всегда. Первая троса шли, если по линии падения воды трос идет, обязательно только плотной группой, иначе камнями друг друга завалите. Таких мест здесь 3 было, да, у нас. Теперь вроде спустились, все, выдохнуть можно. Но вы находитесь под стеной, а над вами, 500 метров над вами, куча охламонов таких же, которые, как и вы, кидаете камни друг на друга, идут. Естественно, надо от стены отойти, а потом выдохнуть. Понятно, что хочется одеть палки. В общем, друзья, будьте всегда бдительны. Надо каждую секунду думать, а что если. И только выбирать места, только абсолютно безопасные. В этот раз мы решили пересечь ледник напротив спуска с Контрфорса, опасаясь, что внизу ручей уже полноводный и мы не сможем его перепрыгнуть. Пришлось поискать наиболее безопасное место. Наверное, нам повезло, потому что встречная группа поднималась далеко дальше, почти у самого склона.
Да, друзья, нам повезло. Нашу нычку, которую мы спрятали на подъеме, никто не нашел. Ни дикие звери, ни лихие люди. Поэтому банка тушенки, греча и кроссовки остались целы. Вот наши новые апартаменты. All inclusive. И снова нас ждал расслабон в верхнекармадонских горячих радоновых ваннах. Хорошая награда после восхождения. Тяжелый путь позади, впереди вкусный ужин, звездная ночь и легкий 3-часовой спуск до шлагбаума. Ничто не помешает расслабиться и насладиться природой Кавказа. Но горячая вода и пары радона вскружили наши головушки, и в них стали приходить новые идеи. Мы тут думаем, что делать 3 дня во Владикавказе. А у нас под боком Эльбрус. Буквально там, не знаю, 3 часа прыгнул, доехал. И самое интересное, что если вечером сесть, то утром раненько ты приезжаешь под Эльбрус, доезжаешь на канатке, садишься на Ратрак. Ратрак тебя довозит до 5100, и тебе остается ровно 4 часа, чтобы достичь вершины Эльбруса, пофоткаться и таким же образом смотаться обратно. Ну что, чё? думаете, оглемухи хватит? Не, ребят, давайте потом, как нормальные люди, сходим на Эльбрус с севера. Однако мы решили не спешить и сходить на Эльбрус в другой раз. Как оказалось потом, правильно сделали. Оставшиеся 3 дня в Приэльбрусье бушевала непогода. Люди приходили и уходили, знакомились, рассказывали свои истории о жизни, о морях и горах, о своих увлечениях. Руслан, основательно нагревшись в ваннах, к вечеру озвучил свой вариант обнуления. Вот где-то с 2006-2007 года я начал коммерческую деятельность. Первые группы, Северный Урал, зима, встреча Нового года на лыжах и так далее. Россия, Россия, огромная Россия. Я мечтал ее всю пройти и сделать самые лучшие туры по всей России. Но через 3 года я понял, что на России, в принципе, денег больших не сделаешь, и конкуренция очень большая. И нужно было как-то перепрофилироваться. И к 2010 году, да, даже к 2012 году, наверное, я полностью перешел, в 2010 подумал, в 2012 полностью перешел на международные туры. Практически не делал по России ни одного тура. И вот настал тот момент, когда этот год, благодаря чудесному коронавирусу, превратился в год России, туризма России. Но это же настоящее обнуление. Ощущение, как будто я начал заниматься тем коммерческим бизнесом, тем коммерческим туризмом 10 лет, 13 лет назад. Вот, как будто второй круг и вторая спираль. Но мне нравится. На самом деле это неплохой опыт. Мы вернемся обязательно за рубеж. Обязательно. Но вот этот глоток родины, он приятен. Даже несмотря на тяжелые рюкзаки, ишачество, отсутствие сервиса. Главное, это правильные люди. А правильные люди сейчас есть. Слава богу, за это время набралась прекрасная команда. Поэтому я всем говорю спасибо, что вы есть. Мы обязательно сходим, неважно, по России или нет. Аминь. Вообще-то тут хорошо на ваннах. Местные жители даже на Казбек не ходят, а приезжают просто на ваннах потусить, попить вина и расслабиться. Но все хорошее когда-то кончается, и приходит утро нового дня. А в таких горах утро может быть только хорошим. Особенно когда ты идешь вниз, и в запасе у тебя лишний час или 2. Особенно, если ты получаешь удовольствие от общения с горами.
Не все ведь его получают. Хорошо, когда вот так на недельку можно вырваться с дочерью в горы. И хорошо, когда в России все больше и больше таких мест. А еще хорошо, когда у тебя не смонтирован один фильм про горы, а есть материал уже на второй. Так что подписывайтесь, будем ходить в горы. Женя с Русланом, как всегда, бежали бегом, а я отставал, снимал видео и фотографировал, наслаждался природой, такой же, как у нас на Урале. На привале догонял их, уже отдохнувших, слушал короткую байку, и мы шли дальше. Уже 20 лет, как понятно, что президента один. Я бы не стал использовать термин «обнулиться». В последнее время это слово снискало негативный контекст. В горы мы ходим, чтобы перезагрузиться. После перезагрузки твоя оперативная память очищается от всякого мусора, и ты возвращаешься домой обновленным и счастливым.